Мгм. Я Видимо, всегда готова. время такое у нас хорошее. Ну, раз готова, тогда слушаем тебя. Окей. Ну, я по порядку. Хочу закрыть гештальт с человеком по имени Амар. Я много раз отписывалась на бумаге, и продышивала, и продыхивала, дышала, короче, но безрезультатно. И вот уже прошло 2 года, а я все каждый день вспоминаю, он просто такой выскакивает, как какая-то программа. Я уверена, что это какая-то программа, хотя кто знает. Короче, познакомились мы на фестивале в США. Он из Австралии, я из Литвы. На тот момент оба были в браке, когда познакомились, а потом как-то списались онлайн, и оказалось, что оба подали на развод. И только потом в Литве у нас тут быстро это могут развести, а в Австралии там дают год-два, не разводят сразу. То есть он был в процессе как бы, но они уже с супругой разъехались, а виделись только из-за совместной опеки сына. Вот. И мы начали как бы переписываться и как бы по его инициативе даже созванивались, несмотря на нашу разницу во времени. У нас большая разница. Мы как бы созванивались, болтали, потом начали музыкой обмениваться, песнями. И как-то вот мы втянулись в это наше общение, и он даже вот, поскольку в бывшем, как бы в прошлой жизни диджей, и вот он написал даже мелодию и назвал ее "Keys to my soul". Это ключи к моей душе. А я тоже как-то вот, просто это общение, я думаю, оно нас отвлекло от нашего развода, и через то, что мы проходили, и просто вдохновило очень. И вот я даже начала стихи писать, то, чего я очень давно не делала. И так мы общались где-то полгода. Это было самое начало карантина. И тогда закрыли границы, то есть там видеться возможности, как бы об этом даже речи не было. И потом как-то вот мы общались, а я такое общение не люблю, то есть для меня как бы вот общение, как бы я люблю живое общение. Я просто напрямую спросила, то есть как бы, что это, да, для него вот это общение, что это для него значит, на что он мне не дал никакого ответа. Ну и то есть для меня молчание это было значит, что ничего не значит, то есть потому что для меня так, если ты человеку нужен, он тебя никогда не отпустит, как бы, да, вот. Но почему-то прошло уже 2 года, а все равно этот человек вспоминается, то есть почему-то, хотя я считаю себя рациональным человеком, но вот почему-то он всплывает. Вот, поэтому я хочу, ам, просто отпустить все мысли об этом человеке, очистить свое личное пространство и просто убрать все подключки к Амару. Вот. Дальше. Так интересно, у сестры всплыло во Франции. Каждый раз, как уезжаем на каникулы во Францию, что-то всплывает. А у меня, я прям шла по улице, и я так в слезы, когда вот это всплыло, программа ничтожества, и вот этот вот такой расизм, да, вот отца. И я вспомнила то, что в детстве, вот мне было 7 лет, и я отчетливо это помню, я сидела, смотрела телевизор, я любила смотреть баскетбол, потому что это как бы спорт нашей страны. И вот я, значит, болею за спортсменов. И отец что-то начал возмущаться. Я говорю, я же болею за родину, как бы, да, то есть, потому что он не понял, что это я за литовскую команду так переживаю. И он мне сказал такую вещь, говорит, ты не литовка, типа, ты что думаешь, что ты литовка? Ты не литовка, ты не русская, ты вообще татарва. У меня слезы, я ушла в комнату, я там проревела просто, я почувствовала себя таким ничтожеством. Ну вот меня унизили, и еще просто, просто ничтожество. И у него вообще было по жизни такое, как бы, что вот он... И я все время думала, как ребенок, зачем ты тогда на маме женился? А родители оба из Таджикистана. То есть я выросла о рассказах о Таджикистане, о восточной культуре. То есть и мама наполовину монголка. И папа всю жизнь её при нас, при детях обзывал татарвой. И я всё время думала, зачем ты тогда на ней женился? То есть это же твой любимый человек, то есть почему? Как бы и вот на этой почве то, что потом, я не знаю, гордился он или он просто, это видимость такая была, то, что вот он такой русский, потому что чисто русский, там у него как бы родители русские. И вот он всё время как бы строил из себя такого, как бы, и у меня на этой почве развилась такая вот неприязнь к именно русским людям из России. И я сама не знаю почему, то есть, вот откопала, да, то есть вот сама.
никогда не думала. И я отказываюсь принимать вот этот эгрегор расизма и фашизма в свое подсознание и свое личное пространство. Отдаю все подключки и зацепки антимиру и призываю силы кармы на антимир за вторжение в мое личное пространство. Мое происхождение — это первый источник, и я являюсь божественным творением нашего первого Творца. Все. Следующий аспект, тоже связанный с папой. Папа всегда хотел сыновей. И нас так с сестрой растили просто как в армии. И у меня на этой почве вот были такие мысли, убеждения, что родиться мужчиной — это привилегия, что это очень здорово, особенно из литературы, из истории. И мне казалось, что вот мужчина на все способен, а женщине многое не дано. И вот я отказываюсь от этого убеждения, я принимаю себя такой, какая я есть, я принимаю свое первозданное ДНК и образ. Я совершенное творение Первого Творца. На эту же тему вспомнила, что мама тоже часто любила придираться к моей внешности и к моему аппетиту. Я помню, что вот этот возраст, 6-7 лет, то есть я вот только пошла в школу. Ну и, конечно же, у ребенка аппетит большой, ребенок растет, да. Ну, это мама все время вот эти комментарии: садимся кушать, Лена, не кушай так много, будешь толстой, как Вероничка. Хотя я реально, сколько себя вспоминаю, я всегда была просто худючая, как скелет. Вот, поэтому я запрещаю маме вторгаться. Я не знаю, можно ли так сказать, мамы уже нету, конечно, с нами, да, но я запрещаю маме в тот момент вторгаться в мое личное пространство, отдаю ей все программы несовершенства, и я также отменяю свое решение запрещать маме запрещать мне смеяться от души. Вот у мамы тоже такое было. Ну, мы там, опять-таки же, с сестрой там были мелкие, там, помню, 5-6 лет, сестра постарше, ей 10. И вот, ну, мы порой вот закроемся в комнате и начинаем просто ржать. Ну, и как дети, ну, вот реально смеемся, и там не можем остановиться, и там... А маму это начинало раздражать. Вот она придет там: ну, успокойтесь, ну, то все как бы. И потом она вот часто говорила такую вещь, что вот будешь много смеяться, потом будешь много плакать. Так вот, я отдаю это убеждение маме, и я пусть применяет на себе. Я заявляю свое истинное право, прежде всего, на принятие питания от Первого Творца и снимаю с себя запрет проявлять себя от всей души. Вот я как только вот это вспомнила, вот этот момент, что мама именно не разрешала от всей души смеяться, я поняла, почему вот, ну, я как бы занимаюсь, у меня творческая работа, творческая профессия, я дизайнер. И я все время не могу до конца раскрыться. И тут вот этим летом у меня просто все сложилось. Я как только это написала на бумаге, выписала, я такая: бинго! Как бы, а я поэтому не даю себе, как бы, да, вот от всей души так. Отменяю это. Еще вот вспомнила, что такой момент был, что я чувствовала себя, я приняла на себя вину за несчастье родителей, за их вот отношения. И был такой момент, вот ситуация была, что родители, как всегда, ругались. Ну, это их тема была, фишкой ругаться из-за меня, из-за моего воспитания, моего здоровья. И как бы вместо того, чтобы заняться собой, вот они как бы на мне это все. Я помню, вот они опять там что-то ругаются, я стою у стола письменного, сестра делала уроки, и сестра мне говорит, типа: вот это ты во всем виновата. И я, конечно же, как ребенок, я почувствовала, ну, я приняла эту вину на себя, поэтому отказываюсь брать ответственность за отношения между родителями и отказываюсь чувствовать себя виноватой. Ам, еще такой момент вспомнила, да, что сестра, ну, родители опять-таки же научили, а сестра пару раз ставила меня в угол, вот. И я запрещаю кому бы то ни было осуждать мое проявление в свет, наказывать меня. Я живу по конам божественной вселенной, Первого Творца, и несу ответственность только перед ним. И это здорово. Вот как вы, Виктория, говорили, когда вот моментальная карма, вот что-то подумала сразу, ударилась, или там из рук что-то упало. То есть настолько это стало срабатывать тут же. То есть это здорово. И хочу рассмотреть ситуацию. Я не знаю, насколько она уже, конечно, актуальна, но вот когда я проработала с вами прошлый сеанс, на меня было эфирное нападение,
И я получила удар в солнечное сплетение. Сидели с сестрой Солей, это было буквально на следующий день, то есть прошел сеанс, и буквально на следующий день это произошло, когда вот мы сидели как бы в ресторане, кушали, и я чувствую, что вот мне просто вот в солнечном сплетении начало просто ну, вот покалывать все, мне плохо начало становиться, но в обморок так не падают. Я точно знаю, что в обморок так не падают. То есть у меня сначала отключилась нижняя часть тела, то есть я перестала чувствовать ног, они просто как ватные стали. И только потом у меня начало как бы, я чувствовать, что у меня голова отключается, и я как бы такая сначала на стол прилегла, и потом сестра уже поняла, что мне плохо, и я уже тогда как бы легла. То есть ну, вот такой обморок странный как бы. И мы одновременно с сестрой подумали, что это какая-то атака была, то есть, ну, что это, ну, не просто А какие-то предположения, кто бы это мог быть? вообще, то есть, ну, у меня нету в жизни, у меня очень маленький контакт, я не социальный человек, у меня как бы нету социальной жизни, у меня очень мало друзей, Мгм. и чтобы вот вообще не представляю. То есть, Посмотрим. да, поэтому я призываю силы кармы на интерферентов за вторжение в мое личное пространство, возвращая им все их подключки, все энергии назад, пусть забирает их же руками, очищая свое эфирное пространство от последствий этого нападения на всех уровнях, во всех временах, возвращая себе свою силу в ногах. И самое интересное, это было вчера, приснился сон, очень интересный сон. Значит, вот эта квартира, в которой все вот эти события и происходили, которые я ранее перечисляла в детстве, мы с родителями в ней прожили с сестрой 30 лет, то есть всё детство наше там прошло. И я во снах часто возвращаюсь в эту квартиру, так интересно. И вот вчера мне, после того, как я выписала, что снимаю вину за отношения родителей, вот приснился на следующий в эту же ночь сон, что мы с сестрой находимся в той квартире, и я сижу, а сестра стоит, и мы слушаем ваш с Женей сеанс. То есть вы вдвоем в сеансе ведете сеанс. А я сижу и конспектирую как бы этот сеанс, но мало того, что я конспектирую, я еще слышу все звуки, которые вы, Виктория, слышите в альфа-состоянии. То есть Женя, Оля мои не слышат, то есть я слышу то, что вот вы слышите в альфа-состоянии. И тут начинается какой-то вопль такой, как из подземелья. И я пишу на листе бумаги, я отчетливо запомнила, что я написала «живая», живая, слово написала. И тут моей сестре Оле стало страшно, и она как бы говорит: «Я больше не буду это слушать», и ушла. И я одна осталась. И тут, значит, я смотрю, как из родительской комнаты выходит мама, но она в виде зомби. Она просто начинает как зомби, ну, как бы вокруг бегать и на меня нападать как бы. И я так я встала тут перед ней, так посмотрела ей в глаза и говорю: «Изыди, сатана!» Проснулась. И это так смешно, потому что раньше, когда мне снились такие жуткие сны, мне реально было страшно. А вчера, когда я проснулась, мне наоборот весело было, потому что вот это все зло мне сейчас кажется каким-то маленьким тараканом. Вот такой был сон. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Я вижу Елену и вижу, слышу Амар. Оно идет. И идет какая-то полоса вот сюда. Здесь как будто бы какой-то центр, и он так переливается черным и как какой-то ртуть, серебро, вот такой цвет. И такой шлейф идет с правой стороны и тянется в сектор магии. Ясно. Хорошо, Виктория, отсоединись от этой ситуации. Мгм. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Елены. Елена. 1, 2, 3. Так, интересно, очень интересно. Появилось такое черное лицо, как маска, которое выглянуло, как бы вынырнуло с ее пространства,
посмотрела на меня и нырнула в сектор интерферентов. И тянется от этого лица маски в сектор магии. Так. Шлейф. И сейчас я смотрю на Елену. А она как будто бы поднимается. Вижу такой какой-то столбик, какая-то ситуация, который ее сзади вот так, как будто бы потянул назад. Сектор магии. Так. Вижу эту ситуацию в ресторане, когда ей плохо стало. Вижу, как она хватается за живот. И от этого тянется в сектор магии. И вижу, как эта программа, то есть этот омар стоит, а другая женщина бросает тарелки. Бросила вот тарелку, скандалит с ним. Что? Так, что-то еще, Виктория? Ну, я думаю, что пока хватит. Хорошо, Виктория. Отодвинь эти ситуации. Да. Считай эфирная ДНК Елены. Она ли это? За этим, смотрю я, идет. Она вот так как будто бы с той плоскости, которая вот от ее ног, так туда, столбик такой. Как будто ее притягивал назад упасть. И она Так. оттуда вот так выходит, как будто такая, как нимфа, красивая, очень воздушная. Это она, но вот я смотрю, она мне показывает правый глаз, а там вот так справа идет такой, как треугольник, прямо в глаз. Тут расширение такое и прямо в глаз. А здесь такой же шлейф вот в сектор магии. Да, хорошо, Виктория. Спроси у Елены разрешение потрудиться с ней для нее. Она почему-то вот так, как будто бы программам этим или кому-то в секторе интерферентов. Вот так говорит. Тихо, разрешаю. Так. Так, я посмотрела, подумала, почему она так говорит. Я вижу, что в секторе магии появляется ситуация, она связанная, стоит в углу. То есть блокировка идет. И я спросила, что такое, а она правой ногой вот так как ищет какую-то точку и говорит, что она боится не попасть в точку. А что это за точка? Посильнее. Такая черная точка, она вот так как передвигается. Из сектора интерферентов. Это сейчас. Это эти чужеродные убеждения. В секторе магии вот так я вижу, маленькая сестра вот так стоит, пальцем ее воспитывает, и рядом мама с отцом. Так, Виктория. То, что она сказала тихо, разрешила с ней потрудиться, это можно расценить как Ну, я твердое еще раз убеждение? ее спросила, и да, она разрешает, она кивает головой и говорит, разрешаю. Хорошо. Что интересно, когда она вот это говорит, разрешаю,
то сразу такие многомерные, как шары, шар в шаре проявляются. Сразу вот эти все ситуации, которые она озвучила, они начинают развязываться. То есть они сразу активировались, вот эти все ее желания. Хорошо. Так, Виктория, с чего нам лучше начать посмотреть? Лучше начать вот с этой ситуации. Я снова вижу вот эта подключка к Амару, и там какая-то магия. Так, кто производит магию, кто магичит, приказываю ему проявиться. Я вижу, что это программа. Этот мужчина проявляется как раздвоенный на двое. Голова у него, он вообще-то выглядит как какой-то спрут. Голова, ну, это сущность, к которой он подключен. Голова такая, как у спрута. Она как бы сияет или такого. Нет, это не сияющая. Вот Елена показывает, у нее вот какая-то программа стоит тоже и черная, а буквально от головы как такие, так и звучит, спрутья, то есть вот эти как прутья, Мгм. спрут и прутья, вот оно что. Вот такие, как ноги, как подключки во все стороны. И в сторону магии туда пошли, в магические пространства, и к интерферентам, и к духам. Вот это все расползлось. И я Так. вижу, что там есть какая-то женщина, которая колдует на этого Амара. Она бросает эту тарелку, она скандалит. И в этот момент я вижу, как она какой-то, как пуговицу пришивает. Делает какой-то ритуал с пуговицей. И она вот так пришила ему пуговицу, вот как будто бы на сердечную чакру. И вот так зубами оторвала кончик ниточки. Так. От этого ритуала, Виктория, есть какое-то воздействие на Елену? Да, есть. Я вижу, она в этот момент упала на стол. Это вот эта атака энергетическая, которая произошла в ресторане. Так, и этой женщине приказываю проявиться в соответствии ее физическим ДНК и отвечать, кто она такая. Она говорит, что она жена. Так, чья жена ей приказывает отвечать? Амара жена. Так, приказываю отвечать, что она делает в пространстве Елены. Она говорит вот так, берет вот эту большую пуговицу, и вот эта нитка такая огромная, черная, и она вот так рукой, как отсекает, и говорит, что отсекает отсекает, говорит, невежду. Я спрашиваю, почему Елена невежда? А она говорит, что Елена не ведает. И показывает на Елену. Елена вот так, как шар светящийся, поднимается вверх. И, ну, она ведьма, короче. Она начинает какие-то движения делать там, тупает ногами черно. Вот оно что. Она тупает ногами. Какой-то ритуал делает. И вижу, как будто затаптывает такую площадку. Мгм. Получается, как такой этот. И она вот так вокруг себя что-то делает. Ну, такой какой-то, наверное,
ритуал. И я вижу, как по солнечному сплетению у нее вот образуется такой, как конус, как ниточка обвилась вот от этого подножия к ней. И она потом берет вот этот вихрь и перенаправляет через этот ритуал, через эту пуговицу. Она буквально что-то пришила. Эту пуговицу пришила к пиджаку, к одежде Амара. И по этим связям оно полетело к Елене. И я вижу, как эта программа сначала ее вот так согнула, а потом разогнула, и вот так этот столбик сзади как бы потянул. Вот. Так, Виктория. Хорошо. Видит Елена, что произошло, что эта женщина колдует на Елена говорит, вижу, и вижу, как у нее из глаз такие черные столбики выходят, и эта энергия возвращается к этой ведьме, и я смотрю, что это там за клубочек такой движется вот в секторе принятия решений. И я вижу, ситуация какая-то, как будто бы люди ходят, много людей, и они вот так как-то... И Елена смотрит. Я вижу, что такая же ситуация получилась, такая же программа. То есть вот этот как будто стол, ну, подножие оно звучит. И посредине этот столбик, а они вокруг ходят. То есть те программы как-то их завязали. Знакомство с Амаром. Да, это знакомство. Так, хорошо. Так, эта женщина вторглась в пространство Елены, то есть Елена приказывает этой женщине забирать ее же руками ритуал, все воздействия, насилие, пусть она забирает. Ого. И я вижу, как она берет вот этот столб черный, который от ног вот так назад тянул Елену. Она берет ее же руками, эта ведьма, и в себя впихивает этот столбик. А Елена поднимается вверх. Я передаю, чтобы Елена приказывала забирать все воздействия, последствия. И я вижу, как эта ситуация, удар энергетический в ресторане, он исчезает. Все это отменяется. И через эти пуговицу, эта пуговица тоже как-то отклеивается от Амара, и ей в лицо, этой ведьме. Просто у нее на лице такая огромная пуговица с этими отверстиями и с нитками. И я вижу, как и ситуация меняется. Я передаю Елене, чтобы она отменила свое знакомство с Амаром и подчинение тем внутренним программам, которые это устроили. Я вижу, что причина была, вот когда она, на что это притянулось, эта завязка, это знакомство, вот эти блокировки в детстве, когда она почувствовала себя связанной буквально по рукам, когда сестра ее поставила, я вижу от сестры вот это такой знак идет, машет вот так пальцем указательным. Ольга, да, слышу, Ольга. Вот, и
вижу, как эта ситуация тоже отменяется, и Елена вылетает. То есть это буквально разваливается эта ситуация и развязывает это вот подчинение программам. Вот Хорошо. здесь подчинение развязывает. Я ей передаю, чтобы она отменила подчиняться любым программам. Вот я слышу. Еще идет «ты виновата». Я передаю ей, чтобы Елена отдала этой ведьме и все ее воздействия, и карму, и все последствия, и убирала все вот эти крючки и зацепки. И вижу, как Елена снимает как будто бы такие, ну, имплант, как памперс, как такой, как будто из какой-то жижи сделан, как из холодца, как желе какое-то. Она снимает такие, как трусики, толстые с этой же. Сейчас я и отдает в сектор интерферентов. Я передаю, чтобы она вернула все ее энергии, а все чужеродное отдавала. Да, пусть она сделает. Все чужеродное проверить, что они есть в пространстве. Портал отдала она хозяину. И заберет все ее в соответствии ее эфирным ДНК. Сейчас я вижу, какая-то энергия вышла с ее третьей чакры. Как шарик такой. Сейчас я посмотрю, что это. И она вот так поплыла, как молния шаровая. Вот так, в сектор интерферентов. Я спрашиваю, чья это энергия? Сейчас я посмотрю. А это энергия этого омара. Я когда посмотрела в этот шарик, а там вот этот дух, спрут этот. И произошел как энергетический скачок такой, и Елену буквально вытолкнула с этих нижних пространств. Женя, ты А здесь? что это за событие было, Виктория, когда этот Она очищается. Это событие, я Что? вижу, она от этих блокировок очищается. Мгм. Какая-то еще карточка хочу рассмотреть. Так, я говорю, чтобы Елена все крючки, зацепки и все привязки и подключки к Омару и к его программам убирала, приказывала этому Омару и его жене, и кто там, и этим сущностям, программам убираться с ее пространства и получать карму. Мгм. Пусть Так, всем вторженцам приказывает, и очищает, да, поднимает она это делает. Я вижу, она вынимает вот так, как из второй чакры, вот такой, как листик. Это имеет отношение к этому листику, который она как бы дала Омару. Я вижу, там эта блокировка, и она вот так рукой, шух, как эта ведьма сделала. То есть это в ней был этот блок. Сейчас я посмотрю, что это. Что это за блок? Я слышу это чувство вины. Говорит, я виновата. Спроси, Елена, в чем она считает ее виноватой? Я смотрю, это идет в сектор интерферентов подключка, потом в сектор магии. Кто находится в секторе магии, приказывает Отец. Вот это слово некрасивое, жуткое, татарва. И это ее комплекс неполноценности и чувство вины Мгм. за несостоятельность родителей. Так, хорошо. То есть это дело родителей, что мама вышла замуж за какого-то абьюзера, да?
Елена хотела изменить эту ситуацию, когда отец ее обзывал во время, когда она смотрела этот гол, переживала за какую-то команду. После она теперешним ее сознанием зайдет в тот момент, выскажет отцу все, что она думает по этому, и отказывается принимать все его воздействия. Я это вижу буквально, оно выглядит так, как будто она сидела и смотрела телевизор, он как будто бы в угле висел, какой-то угол, и вот как будто висит. И там эта игра, баскетбол, по-моему. И она берет вот этот экран, и вот этим экраном эта игра именно в этот момент это произошло, и она буквально как бы одела это на голову отцу, и убирает эту энергию с ее энергетических центров, говорит, я чистая, я ей, поднимается вот так, как сектор будущего, первотворца, я ей передаю, чтобы она очистила все свое прошлое и будущее, и происходят изменения в будущем. И я ей передаю, чтобы она все подключки и все импланты, чипы и привязки к отцу и к маме убирала, и ко всем людям, и очищала всю ее генетику от чужеродных энергий, программ. Она светлая божественная душа, имеет право, полное право жить только по своим собственным, по своему собственному выбору. По ее воле. Да. Пусть она достанет ее эфирное ДНК божественное, которое было ей дано первоисточником, и распространит это эфирное ДНК по всем ее структурам. Вот это мне режет ухо, достанет. Сейчас я посмотрю, почему такой диссонанс идет. Посмотри, Виктория. Сейчас я хочу посмотреть. Оно идет не достанет, а проявит. Проявит. Потому что я вижу, что в каждой клеточке ее оно идет сознание. Потому что то, что ну, правильно, потому что эфирное пространство – это пространство программ сознания. Это сознание. Это в матрице, чужеродной матрице программы, а в живой матрице это сознание. То есть матрица против сознания. Вот так, вернее. То есть вот эта чужеродная матрица, которую представлял этот Амар, против живой материи жизни или сознания. То есть все пространство живое – это живое пространство, сознание. Пусть Елена тогда очищает ее от всей этой чужеродной ДНК и управляет ее божественной, эталонной. Да, она это делает. Хорошо. Я вижу, как она поднимается вверх, и снова я ее вижу, как эту красивую нимфу. Так, сейчас я смотрю, а у нее какой-то между 6 и 7 чакрой какая-то считывается проблема, какой-то непонятный такой шлейф тянется, черно-коричневый. И потянулась в сектор интерферентов, а потом в сектор магии. В секторе магии кто-то сапогом таким вот так, как затаптывает. Приказываю ему, этому, кто затаптывает, я ему приказываю проявиться с этой физической ДНК.
Я слышу Борис, отец. Что он делает в ее пространстве, приказываем отвечать. У него такая табличка, и написано «Диктатор». Он показывает, что он вот правой ногой затаптывает, вот так как каблуком, делает такой же подножие, такой как корж круглый, который был у этой ведьмы. От него подключки идут к сектору принятия решений в пространстве Елены. А что это за решение, Виктория? Давай посмотрим. Так, сейчас я попала в какое-то пространство, и там, как издалека, разные голоса. Сейчас я найду Елену. Посмотри, где в этой ситуации находится Елена. Она находится в секторе миссии, в секторе будущего, первоисточника. И от нее идет такая подключка от ее третьей чакры в сектор интерферентов. Как будто ее тянет туда. Сейчас я спрошу, посмотрю, куда ее тянет. Ее тянет к рождению. Это контракт на добровольный вход в матрицу. Угу. Хорошо. Так, Вижу, в ней эта программа работала. Она выглядит как бабочка, как эта фея. Фея – это символ подчинения власти диктатора, я слышу. Так, а кто в секторе интерферентов находится? Приказывает тем, кто находится в секторе интерферентов, приказывает им проявиться в соответствии эфирной ДНК и встать по старшинству. Вижу, что напрямую от третьей чакры идет подключка, проявляется спрут прямо к его голове. Его голова вот так же выглядит, как вот этот омар. То есть голова как будто бы металлическая считывается или ртутная, вот такое что-то. Угу. И потом вот так по диагонали это все чернеет, и этих много, ну, эти ноги, которые так и как прутья считываются, как спруты, да. Понятно. А как вот эти прутья, какие свойства этих прутьев? Это жилы. Они как разъедают пространство, вот все по этим своим каналам, и дальше уходит вниз эти все щупальцы. И я вижу, они в разные стороны уходят, эти щупальцы. Я вижу, что они сходятся как будто на основании головы. То есть голова решает такие... Это вот как разные уровни сознания и в пространстве в общем. Я слышу, эти ноги уходят к разным блокам управления сознанием человека. То есть вот эта многомерность управления. Матрица, значит. Да, да. Так, хорошо, Виктория. А посмотри, есть ли у этого спрута частички души? Да, я как раз хотела рассказать, что некоторые ноги вот этого или прутья этого спрута, они вот как-то внутри
такие светятся, и они что-то держат, как будто бы шар, как ртутный, он как серебряный какой-то. Да, это ртуть. Держит ртуть. Что это за ртуть такая? Оно выглядит вот так. Сейчас я хочу сначала сверху посмотреть, а потом посмотрю, Хорошо. что внутри. Сверху оно выглядит как такой шар, металлический считывается, но когда я его трогаю, он деформируется, превращается в жидкость. Ртуть считывается. От него такая идет серебряная трубочка сверху, а внутри она черная в сектор магии. И в секторе магии проявляется, я слышу, вижу этого такого же кракена. Так. Вот, как был Амар, то есть эта программа, и считывается человек-предатель. То есть использование человека для уничтожения человека. Поэтому вот этот отец, которого я видела, он, такие программы были в нем, как будто бы тут топчет ногой, а тут пожирает внутрь Мгм. энергии дочери, как людоед. Так, а вот Так, эта ртуть, как ее а свойства? сейчас посмотрю, что он держит внутри, эти Мгм. свойства ртути. Я слышу превращение. Это магическое превращение. А что там превращается и во что? Я вижу, что вот эти лучики, которые у нее идут, эти подключки, внутри этих подключек ее энергия. И я вижу, там есть такой эгрегор очень глубоко где-то. Оно как капли такие, заканчивается такими пространствами. Вот она радуется в секторе миссии, что она нашла себя. И там много таких камер. То есть от нее идут много лучиков. Не один луч, это подключка, а внутри как многожильный кабель. И каждый кабель или каждый лучик в этом кабеле, в общем, сейчас я посмотрю. Отдельная ситуация. Она там находится как отдельная ситуация, детские блоки, обиды, в общем, разные эти. И она там как сидит, как закрытая в такой капсуле. Так, а что это за эгрегор, куда лучики эти уходят? Это считывается как перевалочный пункт. То есть ртуть играет роль заморозить, то есть удерживать в пространстве эту ситуацию, закапсулировать. И вот так превращение дает возможность этим ситуациям проявляться, то есть быть видимыми для магических людей, то есть для агрессоров, магов, насильников, абьюзеров и так дальше. Ясно. Так, хорошо, с этим понятно. А ее частички души находятся в этом эгрегоре, Виктория, или где-то еще ниже? И я вижу, что вот в этой капсуле находится внутри, но идут еще как через сектор магии, как будто паук вверх ногами. Там внизу очень огромный черный паук, который именно одна лапа его через отца держится. То есть вместо отца это был Амар,
или другие какие-то люди. То есть это место, как говорится, свято не бывает, свято место пустым не бывает, и эту роль может выполнять любой агрессор. Ну, в Да. данном случае там стоит отец, и этот паук внутри. То есть это проникать в пространство. И хозяин этого всего. Приказывай самому главному хозяину проявиться в его пространстве согласно его эфирным ДНК. Я слышу, еще ничего не увидела, какой-то как будто ветер подул какого-то коричнево-серого цвета. Слышу демон власти, Сатанаил, и проявляется контракт. Сейчас я поднимаюсь, отсоединяюсь от этих всех, Отсоединяйся, поднимайся поднимаюсь вверх. вверх, Открывай и эти кристаллы. да, Посмотрим и на смотрю, какой держит, и снова вот это пространство, где такое эхо идет. Это как в секторе миссии. Это как какая-то, я слышу, лаборатория сознания. Так. Я так, это вижу, что это какое-то пространство, там все вместе. Вижу, как она планирует рождение. Вот прямо интересно как. Прямо этот ребеночек, прям она, ее высшее я вот так смотрит, а этот ребенок развивается очень быстро. То есть есть эфирное, а, как ДНК, есть Мгм. информация о ее развитии. Так, а почему? Что произошло? Почему она решила у этого отца родиться и у мамы? Давай посмотрим контракт, Виктор. Мгм. Хорошо. Давай посмотрим тот момент, когда этот контракт Елена заключила. Что это даже? Я вижу, она в секторе миссии показывает, смотрит на себя, вот так демонстрирует, и у нее много подключек к каждой фактически чакре. Вот буквально от пяток вот так идут такие полоски, и на голове такой черный шар. И она стоит, это все показывает, эм, и говорит, что я слышу утилизировать. Так, Говорит утилизировать и говорит, как отстранить, отсоединить. так, что она хочет отсоединить? Буквально она говорит потушить. И я вижу, как эти блоки черные, они вот так пум, начинают затухать, и эти спруты, эти прутья спрута, они просто оживают и уходят, выталкиваются с ее пространства. Она говорит, что ей нужно оживить дух. Оживить дух. Так. А каким образом она хочет оживить этот дух? Что нужно для этого сделать? Она говорит свобода, и вот так в это пространство показывает. В сектор ментально это сектор принятия решений. Говорит свобода. О, она планирует наши сеансы. Ну, конкретно этот сеанс она планирует. Рассоединиться, то есть, рассоединить. То есть, оживляется дух, когда человек свободен и отсоединено, то есть отсоединяется от этого, от этих, эгрегоров, от этих черных подключек.
Так, а когда она соединилась, эти подключки, какая из этих подключек была подключена самой первой? Что была за ситуация? Она не показывает. Вероятно, это невероятно, а точно. Все эти сеансы, которые были, мы расторгли, то есть она расторгла эти контракты. Это в каком-то измерении на очень тонком, я слышу, на уровне духа. Вот эти подключки остались, и потому что пространство многомерное, и сначала это идет как бы на грубых планах, потом на тоньшем, 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 и это на уровне духа. Хорошо, понятно. Я слышу желание, то есть здесь уже как бы нет контрактов, здесь есть только желание ее духа. Да, здесь нет контрактов. Здесь просто идет ее желание. То есть контракты- это на уровне более, я слышу, плоском. То есть на М, грубых уровнях, на уровне грубого сознания, телесного. Оно было расторгнуто, потом другие планы. Это самый тонкий. Ну, вот эти разные планы: эмоциональный, кармический, это все. И остался вот этот план духа. Хорошо. Спроси у Елены, готова ли она соединить все эти блоки? Хочет ли она? Хочет ли Елена? Да, она говорит: "Я хочу". Хорошо. Пусть она тогда ее сознанием где-то все моменты эти, когда было подсоединено, и отсоединить все эти блоки, отсоединиться, сделать так, как она запланировала. Пусть она это сделает и тебе покажет. Я вижу, что оно вот так выглядит, ее эфирная ДНК и ее чакры, и эфирная часть, то есть информационная, как экраны, были вынесены на границу ее эфирного тела, которое соприкасается с внешним черным пространством, и там было как соединение. Она это рассоединяет. Ну, я не могу это все Мгм. описывать, что я вижу в подробностях. Я так говорю образно просто. Рассоединяет. И вижу, как возвращается, ее и выталкивается чужеродные черные эти энергии. Хорошо. И я ей передаю, что, Елена желает на всех уровнях сознания и духа, подсознания расторгнуть все соглашения, контракты с любыми интерферентами, убрать все блоки, подключки, чипы, импланты и восстановить ее божественный дух. Пусть она это сделает, приведет в гармонии, согласно ее божественному духу, жизни и гармонии. Да, я посмотрела, что там происходит с этими капсулами, и я вижу, что в каждой из этих капсул было другое отдельное событие, и в каждом из этих событий, вот там, в этих эгрегорах, она оборачивается и расторгает контракты. И тогда Мгм. это идет прямо, я услышала, как шмякнули, как резинкой, вот упал этот спрут, и она достала все ее энергии, они такие получились, как лучики, и превратились эти все лучики в одну большую книгу. Мгм. Как эта книга? И сейчас, я снова в таком пространстве, а, оно светлое, но там идет какое-то, слышу, эхо. И она, там ходит, с этой книгой.
Эта книга вот так лежит, висит в пространстве. Мгм. Так, это А это её источник, да? решение быть повергнутой. Решение быть повергнутой. Повергнут. И вдруг проявилась эта маска черная, которая была в начале. И я посмотрела, а это ее, как будто бы ее лицо, но черное. То есть, ну, как маска, как будто маска с лица. Это И Виктория Маска была, с интерферентами связана? да, да. Приказывай этим интерферентам проявиться, соответственно, их эфирным ДНК. Сейчас, одну секундочку. Да, Сейчас я посмотрю, что это за маска, мне интересно. хорошо. Виктория, сначала посмотри. Маска. Я вижу это экзотическое, ну, лицо экзотического плана. Ну, мне так идет. И вот это слово плохое, которое отец говорит, оторва. Сейчас я хочу посмотреть. Это ее решение пойти на воплощение, чтобы быть униженной. А когда я смотрю на нее, а у нее такое же лицо, Мгм. только сияет все. А это лицо, сейчас я посмотрю, что это за маска. А это национальный признак, я слышу. Это эти все негативные программы, которые связаны с разделением людей по национальным признакам, фашизм. И Мгм. привязан это, я сейчас смотрю, кто интерференты. Приказывай интерферентам проявиться согласно их эфирным ДНК. Там есть зацепка в секторе магии, такой шарик считывается. Отец-убийца. И в секторе интерферентов вот этот спрут, я слышу кат. М, Тоже. По-английски кат – это вот резать. По-украински кат – это в смысле тот, который исполняет приговор. Этот спрут. И дальше идет в очень глубокие тяжелое пространство. А, так, как будто бы в щель проникает. И там черный шар. Считывается пространство сознания дьявола, то есть лжеца, насильника, демона власти. Хорошо, Виктория, поднимайся выше. Ага. Так, значит, вот эта зацепка у нее была решение, чтобы быть униженной. Да. Елена хочет отменить это ее решение. Пусть она отменит это ее решение быть униженной и откажется прицеплять этот признак О, по а, национальному а, роду. да, я вижу, она вытягивает вот это из головы. Ам, Это как такая штучка, как будто шапочка, не шапочка, а как шайбочка такая, она между шестой и седьмой чакрой. Вот, и она это, и считывается, что это сознание дьявола. И она это снимает, и вижу, она вот так росчерком пера расторгает этот контракт. И Хорошо. такой вот этот ветер, который был, он уходит, а ее энергия, я вижу, из седьмой чакры вот так, а, такой как виток произошел. Это капелька там внутри.
О, это пространство духа. Я ей передаю, что ее рациональная часть хочет вернуть на всех уровнях сознания, подсознания и со всех эфирных планов, информационных, со всего сознания чужеродного, ее божественные частицы воедино и стать цельной, гармоничной, вернуть все ее эфирное ДНК со всех тех мест и разрушить всю эту матрицу чужеродную, которая питается ее божественными энергиями. Вот, она это сделала, и в этот момент я увидела, как она буквально вот в том ресторане, где она сидела в тех программах, она буквально выскочила вверх, как катапультировалась с этого пространства. То есть Елена приказывает интерферентам забирать все их воздействия ихними руками и отдают им карму. Она это делает, и я вижу, что из своего будущего, вот где сектор ментально находится с левой стороны, вот будущее и эти программы, она вот как такие металлические квадратные листы. Они все какие-то как будто металлические, и там что-то написано, нарисовано. И она это все убирает, и оно все, и вот этот, о, считывается жезл. Оно было как нанизано на этот жезл, и вот так как лопасти такие. И она это все вышвыривает просто, и этот дух черный уходит. Вот, и ее сознание, ой-ой-ой. Ух, что происходит? У нее вот так вот все из седьмой чакры вот так начинает все лопаться, вот так все лопается, вот так вот в дребезги, как стеклянные шары, и сверху вот так вниз. Женя, ты тут? Да, Виктория, я слышу тебя. И вот так один за одним, там не 7 чакр, а, наверное, тысячи. И один за одним так шух-шух-шух-шух. Все вот так раскладывается, и как ледяное все. Эти все программы. И она поднимается вверх. Это как освобождение чакры? Да, Или да, да, ну, грубо говоря, да, на самом тонком плане как-то. И поднимается вверх. И я вижу, как это такая штука, оно как стеклянное, и оно вот так раз, 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 все рассоединилось, вышло, и такое сплыло, и стало такая, как шарик сдутый. И она показывает, что это эти же трусики, которые ей типа приготовили этого жениха, типа, да, Амара. И это все тоже, все уходит. Это конструкция. Матрица — это как конструкция, которая удерживает дух человеческий, божественный дух в этой матрице. И оно все, и она раз, и это все отсекает. пусть отправляет чужеродное на аннигиляцию. И я вижу, как в седьмой чакре произошел такой, как фонтан энергетический, и и такая, как какая-то песня, в пространстве в этом, как музыка это такие голоса красивые. Что это за голоса, Виктория? Чьи они? А я смотрю, и я слышу сферы, и я вижу, что там такие шары. Шары друг к другу прилегают. Она говорит, сферы моей жизни. И они вот так
как будто трутся друг от друга, и получается музыка, гармония. Я ж в ее пространстве смотрю. Это многомерная сущность. И прозрачная, она вся прозрачная и светится. В общем, это один шар. Интересно, и Вселенная также выглядит. Я вот смотрю, это все шары. Да, образно, да? Все это у нас. Да, Хорошо. То есть Елена очищает все ее, бытие на всех уровнях, наполняется энергией, закрывает портал и поднимается максимально вверх. мгм. Смотри, как она сейчас выглядит. Она сейчас хохочет. Она выглядит как ангел и хохочет. Ну, считывается безудержно, она хохочет. Я считываю радость. То есть счастье, хохот на физике, да, это проявление счастья. А счастье это э, и есть энергия души. Когда человек хохочет от души, тогда я вижу, она этот детский блок снимает буквально с ног. Эту картинку я вижу, как мама заходит в Так, комнату, и я вижу, как она снимает с ног такие, как колечки черные. И так громко захохотала, что это все пространство вот так, это, ну, программы мамы, вот так вот уши закрывает, и просто лопнуло все, исчезло. мгм. Так, хорошо. Смотри, Толя, 5-6 лет тот ситуацию, когда сестра поставила ее в угол, эта ситуация изменилась? Она еще раньше изменилась, она просто, ну, выплыла вверх с этой ситуации. Да, изменилась. Я ей передаю, чтобы она очистила всю ее генетическую память от этих всех негативных событий и восстановила свою целостность, счастье, гармонию. Так. Елена хотела отменить, чтобы мать, то есть потакать матери, которая говорила ей кушать меньше. И ее говорит, что она будет такой толстой, как Вероника. То есть она в том моменте изменит эту ситуацию, скажет маме то, что считает нужным. О, вот оно что. И я вижу, это был тот блок, на который тоже притянулась эта женщина, которая тоже там в том пространстве где-то била посуду. Я вижу, что когда мама это говорила, то внутренне она хотела эти тарелки побить. То есть шло внутреннее сопротивление. И я ей передаю, что чтобы она избавилась от этого внутреннего напряжения, переизбытка этого потенциала. И Мгм. вижу, как буквально какой-то черный шарик у нее изо рта вышел. Это программирование. Хорошо. Ладно. Да, я ей передаю, чтобы она очистилась полностью и не принимала чужеродные программы от мамы, папы, от сестры, от любых других людей, чтобы она восстановила целостность и гармонию и счастье своего внутреннего я и выстраивала все только по ее собственному плану и по ее желанию. Рациональная Да. Елена хочет убрать убеждение,
что мужчина способен на все, а женщине много не дано. То есть она берет те зацепки, которые привели к этому убеждению. Ну, не знаю, что это такое, но я вижу, что она, этот пруд, который ее там держал, вот оно что. Вот этот столбик, который ее потянул, что она упала в обморок, она взяла вот так и разломала. Хорошо. И вот новое убеждение изнутри этого столбика: женщина может все. То есть она отменит ее желание в детстве рождаться мужчиной. Как рационально это хочет отменить желание. Ну, я вижу, что здесь содействовал папа. Ну, обычно в семьях манипуляторов так и происходит. Это смещение акцента. Ого, вот теперь понятно, почему. А, я слышу адаптация, программирование, Мгм. то есть неприятие себя. Я вижу, она это отдает отцу, выходит как девочка с платьем. Вот. Я ей передаю, что она божественная чистая душа, и чтобы отдавала эти чужеродные убеждения и подчинение этим программам, отказывалась подчиняться. Пусть уберет все эти блоки Да, подчинения программы чужеродной, отправит на аннигиляцию и заменит живыми программами, данными первоисточником. ну вот я вижу, она говорит: я совершенство, и если человек родился, например, девочкой, то это означает, что это проявление совершенства Вселенной. Хорошо. Ну, а если мальчиком, это его совершенство. То есть все правильно происходит. Хорошо, Виктория. Да. То есть тогда Елена еще посмотрит те чужеродные ДНК, которые отношения были с мужчинами, то есть очистит все ее генетику чужеродных взаимосвязей с мужчинами, Амара и остальными. Ну, я ей передаю, чтобы она освободила все ее пространство от присутствия чужеродных чипов, имплантов, подключек, привязок, освободила все ее эфирное ДНК от присутствия чужеродных программ и чужих ДНК любых людей. Я вижу, что это произошло, когда это с нее это все вот Полопалась, сошло, да? полопалось и вышло, да. То есть этот каркас, который ушел, да. Хорошо. Пусть Елена восстанавливает ее суверенность, запретит всем вторгаться в ее пространство, Мгм. наполняется энергией жизни, гармонии, света, истины, счастья и поднимается максимально. О, я ей передаю также, чтобы она полностью и уничтожила на всех уровнях духа и сознания эту маску, которая была, отправляла в портал, призывала карму и восстановила свое истинное я, свое лицо. Вот это все происходит. Я вижу, как все ее пространство вот считывается, вот куда ни посмотрю и вижу ее лицо. Хорошо. Замечательно. Замечательно. Хорошо. Класс. Посмотрим Энергосфера сон. такая плотная. Вот. Стоит ли посмотреть ее сон, где она слышала вопль, и пусть тогда уже остается в пространстве.
Ладно. Так, она говорит, считывается мои убеждения. Я ей передаю, чтобы она восстановила коны Вселенной, коны жизни, гармонии и счастья в ее пространстве, в ее сознании, на всех уровнях ее сознания. И сделала проверку и ревизию, и все, что противоречит конам священной Вселенной, конам жизни, гармонии, процветания и счастья, пусть удаляет с ее пространства. И вот она это и делает. Вот чух-чух-чух-чух-чух. Так, хорошо. Хорошо, Виктория. Хорошо. Пусть она также посмотрит ситуацию, когда она принимала чью-либо вину, поведение совести, пусть очистит свою память от этих ситуаций. Восстановит ее генетическую память, очистит от чужеродных воздействий, иллюзий. Происходит, Виктория? Ну, вижу, что вот так волна вышла. То есть, ну, это, смотри, ты говоришь, и оно как бы возвращается, и происходит и в настоящем, и в прошлом, и в будущем. Я ей передаю, чтобы она полностью очистила ее пространство от чужеродного сознания, от чужеродного духа и полностью восстановила свою целостность, гармонию и красоту и поднималась в эти высокие пространства ее чистого сознания и оставалась там. Хорошо, Виктория. Так, ну, отлично. Тогда спроси у Елены, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да. Хорошо. Тогда прощаемся с Еленой. Мгм. Соединяйся, Виктория, от всех и всего. Да. Проверяй твое личное пространство. Мгм. Хорошо, Виктория. Наполняйся энергией жизни, гармонии, любви, питания. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3. Виктория, ты выйдешь в физическую реальность, и с тобой разговариваем, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Ну что, я скажу, вот это да. Вот это да, и это доказательство того, что с помощью чистых психологических методов, только с помощью чистых психологических методов достигается вот просветление, освещение, и очищение, и все то, что, к чему так все стремятся эзотерики и церковь. То есть все настолько просто, гениальность в простоте, без всякой этой вычурной лжи, без этого всего. То есть это так просто. Такое чувство, что сеанс иммунитет. прошел за 5 минут. Такая легкость. Вот мне внутри распирает. Мне хочется просто смеяться. Не знаю, как вам, но так легко. Словно Да. сеанс действительно за 5 минут прошел. Ну вот прям вау. Здорово. Я благодарю вас от всего Поздравляю. сердца, от всей души. Спасибо. Спасибо. Люблю вас, обожаю, желаю А мы вас любим. процветания вашему творчеству. И не зря в моих снах мы все время пошло, что я все время со своей сестрой, с Олей, и как получается, она старшая, и все время так и получается. Вроде бы я хочу первой записаться, но все равно получается, что Оля первая приходит, потом я за ней. И у меня все время в голове вот эти слова: первые придут последними, да, то есть. Да. Умнички. Здорово. Спасибо вам огромное, что вы есть. Это такое счастье, что вы есть в нашей жизни.
Ну, ты ж сама запланировала даже этот сеанс. Плюс, Очень да, вот интересно этот сон, который получилось. мне приснился, да, то есть мне начали вы сниться во снах, и у меня даже вот был сон, когда Виктория мне шептала, я просто слышала, она говорит, мы работаем все вместе, и как бы я это ощутила, что это, ну, это так и есть. Как бы. Э, Здорово. ну, когда кто-то снится, все равно нужно включать вот этот внутренний критик, потому что кто-то пишет, ну, мне написала, недавно был сеанс, и пишет, мне приснилось, что ты, Виктория, там изгоняла из меня бесов. Я говорю, ну, а почему ты не спросила, Виктория, кто, почему ты не спросила? И что интересно, бесов я не вызываю, то есть не то, что не вызываю, не изгоняю. Никогда об этом не говорила, что мы изгоняем бесов, потому что это даже звучит глупо, понимаешь? Потом, и тут вдруг она мне это пишет, то есть люди, которые с собой, ну, между собой вообще не знакомы. И еще две, одна пишет, называет письмо бесы, другая пишет, она даже не поняла, что мы делали на сеансах, то есть обвинила меня, а сама там эти эзотерика, это все там куча всего было, да, то есть сама вызывала бесов, сама это, потом это опасно вызывать бесов, и тоже называет свое письмо типа там изгнание бесов. То есть как матрица подножки ставит на пути к очищению. Она пытается, эта матрица, посеять сомнение. То есть мало того, что сомнение посеять, да еще и навязать карму свою же. Да? То есть сами они с этими бесами манипулируют, то их насаждают, то их изгоняют, эти экзорцисты, это все вместо того, чтобы это просто развязать эти кармические узлы. И эту же карму свою пытаются перебросить на тех, кто этим не занимается, кто работает чисто. Я и пишу, я психолог, я коуч, никогда этим не занималась, никогда об этом я не говорила, не рекламировала. Откуда у вас вообще такие вот понятия? Ну, я-то понимаю откуда. Но люди не понимают и не видят. На меня обиделась, написала, что я там, как это, опустила ее. Когда я говорю людям все, что происходит в вашем окружении, с вашими детьми, дети отвечают за карму, за грехи родителей. Дети перенимают эти программы, и они их выполняют. И родители, умные родители, должны ставить себе вопрос, если с моими детьми что-то происходит, что во мне не так? Где я косячу? Чего я еще не понимаю? Вот. Ну, короче, и благодаря вам, благодаря людям, которые работают над собой и которые избавляются от этого эзотерического мышления, вот и происходит э, вот не только ваше очищение, это и наше очищение. Мы друг друга поддерживаем, потому что это неприятно, когда приходят такие письма, это же несправедливо. Зачем меня обвинять в том, чего я никогда не делала? Да? То есть, ну, это попытки меня унизить, попытки меня опустить для того, чтобы я посеять во мне сомнения и так далее. А и те, кто читает эти комментарии, у них Викторию уже не пробьешь, а вот те, кто читает комментарии эти, наши посетители, они могут это... Ну, Я бы всем поэтому, этим людям такой большой список составила. Вот реально, вот после каждого сеанса, я сейчас смеюсь сестре, говорю, все, что мне осталось, это покорить мир физической силой. Я всю жизнь была рохля, то есть у меня было освобождение от физкультуры, у меня была куча проблем со здоровьем, короче, куча всего. То есть я никогда не была спортивной. Сейчас
вот с предыдущего сеанса, не прошлого, а еще предыдущего, у меня так наладилось здоровье. Я сейчас прихожу на тренировки, все просто все время с открытым ртом на меня смотрят, и люди, которые первый раз видят, они думают, что я всю жизнь была просто как спортивный заяц, энерджайзер, и я говорю, нет, это, то есть, ну, столько вот на физике изменений просто колоссальных, вот действительно, когда все это отсекаешь и перестаешь вот ерундой всякой заниматься, да, как там какие-то ленточки завязывать или какие-то там аффирмации, то есть когда ты идешь на физике, прилагаешь усилия, то есть и я могу этим всем людям просто, говорю, такие отзывы оставить, это вот я все это вижу реально, мы вот с Ольгой, с сестрой, это я очень много могу написать, что происходит на физике, это просто столько всего ушло. Я себя чувствую как гладиатор, я стала очень выносливой, очень... Я дислексию свою, да, как это, ну, не излечила, да, но у меня уже была дислексия, и мне так тяжело было и разговаривать, и читать, и все это все. Вот как мозги начала очищать, дислексия ушла, и несмотря на то, что я левша, я перестала путать лево и право. Вот благодаря вам я автомобиль наконец-то вожу, да, я после первого сеанса тогда отработала, и я сразу пошла на курсы вождения, то есть вот получила права, с удовольствием езжу, оказалось, что я еще и люблю на скорости поездить, у меня порой надо на спидометр смотреть и тормозить себя, то есть я смотрю на себя прошлую, и я такая, кто это? То есть это вообще там не я была, вот эти все 30 там, с лишним лет, это была не я. Я только сейчас начала жить и с таким кайфом, и все благодаря вашим сеансам. Пусть люди знают. Благодарю. Спасибо, Елена. Я вам Благодарю очень-очень за отзывы. Прибавляет сил. Спасибо.